Приветствую всех, дамы и господа, а также рыбаки и не очень. Я очень долго сопротивлялся, но наконец все-таки решил стать водномоторником. Я купил лодку, купил мотор, купил аксессуары, и сегодня у меня первый выход на лодке. Мне сегодня необходимо обкатать новый лодочный мотор. Выходить будем с нашего озера, одного из крупнейших в моем регионе. Но я попробую позже подробнее показать и рассказать, что за озеро. Значит, что мы сегодня делаем? По мануалу нам необходимо обкатывать мотор в течение 5 часов. 5 часов просто кататься скучно. Мы попробуем где-то выйти на берег, поснимать. Попробуем порыбачить. Единственная проблема сегодня не очень подходящие погодные условия. Вот временами дождик, даже снег. Я понимаю, что я очень рано выбрался на водоем, но я не могу уже терпеть, поэтому не будем загадывать, как получится, так получится. Может быть, придется разбить на 2 части вот процесс обкатки. Может быть, я другое видео сниму, я не знаю. Давайте сейчас соберем лодку, я переоденусь и приступим. В общем, после проверки на заводе этот мотор не заводился больше года. Давайте попробуем. Так, клапан. Клапан. Так, груша. Груша. Так, чеку я вставил. Немножко газу. Заслонка. Так, груша. Вроде твердая. Давайте пробовать. Ну-ка. Опа. Опа, опа. Ну, в общем-то, довольно легко завелся. Пока непонятно, что с оборотами. Они почему-то пляшут от 650 до 850. Ну, сейчас прогреваю минут 5. Потом на холостом минут 10 на передаче пойду. Ну, а потом там в четверть газа. Ну, все по инструкции. Я не знаю, дождь моросит. Я не уверен, что на ходу буду что-то снимать, но я попробую.
Сейчас держу примерно 1500 оборотов. Вот этот вот знаменитый фирменный колбас сузуковский, ну, немножко ушел. Более-менее двигатель стабильно как-то работает. Сейчас полчасика еще на этих оборотах пройду, потом буду поднимать, наверное, до 2500. Вот, я думаю, часика через 2 мы попробуем выйти где-нибудь на берег поснимать. Попробуем порыбачить, пока я вот хотя бы вот первую половину обкатки закончу на рекомендованных полгаза. Да и снимать тут особого нечего. Мы сейчас находимся вот на водоеме. Посреди озера необитаемый остров. Он достаточно большой, но я планировал выйти, походить по нему немножко. Но мы не будем этого делать, потому что вот там, я смотрю, лодка стоит, там чучела. Возможно, там люди заняты охотой. Мы со своей лодкой, своим присутствием, мотором мы просто помешаем. А мы там, ну, я надеюсь, мы там побываем осенью, когда будет, ну, тепло, сухо, будет красиво. А сейчас мы пойдем дальше. Я вообще планировал вот на малых оборотах пройти километров 20 в одну сторону, там порыбачить и вернуться обратно. И вот весь этот путь у меня занял бы 5-6 моточасов. Ну, надеюсь, ничто нам не помешает. Дождик временами прекращается, но холодно. Хоть и скорость небольшая, все равно холодно. На берегу надо будет переодеться, одеть другую куртку. Очень скучно. 1,5 моточаса накрутил. Обороты, ну, 1700 делаю, 1200. Скучно. Надо дойти до места и попробовать порыбачить. Я думаю, еще часок. Вот там, куда я планировал прийти, я вот уже отсюда вижу. Тут, наверное, еще километр. Я вижу лодки, люди. Я не знаю, кто это, рыбаки, может быть, охотники. Там, по моим расчетам, должна быть речка. Вот я хотел рядышком порыбачить. Я не знаю, помешают они нам или мы им. В общем, сейчас я сюда попробую выйти на минутку, я уже устал. Вот сюда вот. А потом мы, ну, как минимум, мимо людей пройдем, посмотрим, чем они занимаются. И, видимо, там я попробую порыбачить, а потом пойдем дальше. Вот пока план такой. Устал я идти под мотором. Буквально мы на 10 минут сделаем перерыв. Вот, вышли мы на берег. Конечно, сейчас весна, все такое серое, унылое. Обязательно мы с вами побываем тут осенью. Осенью будет сухо, тепло и красиво. У этого озера очень странное название. Вообще в моем регионе очень много объектов со странными названиями. Странность обусловлена тем, что, ну, когда-то давно здесь жил народ под названием Айны. И, в общем-то, многое завязано на их языке. Вот в переводе с айнского это озеро, ну, переводится как множество проток. Конечно, если кому-то интересно,
я скажу, как называется это озеро. Местным это не нужно, а вот жителям материковой части оно просто ни к чему. Оно действительно странное. Вот. И бытует мнение, что когда-то давно это озеро было соединено множеством проток именно с морем. Ну, сейчас с морем оно соединено одной протокой, но вокруг него есть очень много маленьких озер, речек и ручьев. И таких вот водотоков около 30, если мне память не изменяет. Сейчас я приготовлю спиннинг, и мы будем двигаться на моторе, потому что мне все-таки на первом месте это обкатка мотора. И где-то я буду останавливаться и пытаться рыбачить. Хотя рыбалка сегодня не цель. Устье небольшой речушки. Протока узкая, но довольно-таки глубокая и такая струя мощная. А вот здесь стояли две лодки с рыбаками, они уже ушли. Под берегом рыбачить невозможно, очень много травы. Вот, поэтому, видимо, рыбалки сегодня не будет. Мне еще минимум 3 моточаса нужно накатать. Поэтому сейчас я пойду дальше вдоль берега. Очень маленькая речка и очень-очень закоряжена. Поклевок нет. Ну, конечно, рыба есть, найти ее можно, но мне сегодня не до этого. Морось так и не прекращается. Все, уходим к лодке и занимаемся обкаткой двигателя. Смотрите, какая ситуация произошла. Кто досмотрит видео до этого момента, можете мне что-то посоветовать, как-то прокомментировать. Я человек неопытный, я вот впервые в жизни вышел на своей лодке. Когда я пристал к берегу, я почувствовал запах топлива и обратил внимание на бензобак. У меня с бензобака я увидел подтеки. Я не знаю, сколько топлива вытекло. Очень неприятно, конечно. Все, что я не разглядел, либо из-под пробки, либо из-под клапана. Дело в том, что я вот вначале, я просто не знал, как правильно. Я очень-очень сильно открыл клапан. Может быть, поэтому топливо немного вытекло. У меня был прям полный бак. Может быть, в этом ошибка. Повторюсь, я человек еще неопытный. Сейчас я вот чуть-чуть приоткрыл. Но все равно, я считаю, должна быть какая-то защита от дурака. Я прям очень сильно открыл, и вот произошла протечка топлива. 2500! После 2,5 моточасов обороты холостого хода, при включенной передаче, пришли в норму. Вот как по мануалу.
700-800. Я поначалу переживал, но вот сейчас я успокоился. Перед тем, как сюда идти, я посмотрел карту, потому что, как я уже раньше сказал, я здесь никогда не был. Вот здесь по карте вот даже видно такой некий заливчик, и мне показалось, в него впадает какой-то ручеек. Я сейчас вот туда схожу, быстренько посмотрю, что там есть интересного. Может быть, здесь попробую буквально пару раз в воблерок кинуть и пойдем дальше. Момент поклевки, конечно, я не смог заснять, не ожидал. Но рыбу свою я поймал. Поймал свою. О, ребята. Рыбу свою я поймал. Все, сейчас я не буду больше рыбачить. Просто это очень много времени отнимает. У меня сейчас его нет. Ох ты, Господи, Боже мой. Куда ж тебя понесло-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ой-ой-ой. Так. Срочно инструмент надо взять. Так, дождик накрапывает. Опять дождик. Так, давайте побыстрее вытащим. И, честно говоря, я хочу продолжить обкатку мотора. Ну вот сегодня я не хочу рыбачить. Не те условия. Это не крупный таймешонок краснокнижный. Опа! О, отлично. Все, слава богу, сам отцепился. Тут действительно заливчик. Рыба любит такие места. То есть вот здесь, если порыбачить целенаправленно, тут можно найти рыбу. Ну, я не хочу и времени нет. Вот, какого-то ручейка или речки я не вижу. По карте вроде есть, но я не вижу. Вон тут даже снег еще лежит местами. Выйти на берег не могу. Вот здесь глубоко, но все забито травой. Лодка дальше не идет. И встать я не могу. Поэтому уходим отсюда. Может, где-то еще удастся выйти на берег, поснимать. Вот такие деревяшки попадаются. Будьте осторожны. Так называемые топляки. Увидел скоротки охотничьи. Решил здесь выйти. Ноги размять. Это озеро имеет статус памятника природы регионального значения. Вот. На моторной лодке здесь ходить можно. Нет ограничений. А вот насчет охоты я не уверен, честно говоря. Очень не уверен. По-моему, в этой части озера охота запрещена. Ну, не помню. Нормально, чисто. Такое сейчас не часто встретишь. То есть люди за собой, ну так более-менее убрались. Чистенько, нормально. Тоже, тут даже еще лед. Так, а тут у них что было интересно? Тропинка. Видимо, шатер ставили. Может, что-то, туалет какой-то, не знаю. В общем, видно, что место обжитое, и за ним, ну, более-менее ухаживают. Это хорошо. Ну, в общем, совмещать обкатку мотора с рыбалкой, наверное, не очень правильная идея. Пожалуй, я сейчас
соберу спиннинг, уберу, чтобы не мешал. Что мы имеем? Имеем мы вот такую вот скучную, унылую весну. И пейзаж, в принципе, везде одинаковый. Как я уже сказал, сюда нужно в теплое время года, наверное, прийти осенью, а лучше, ну да, лучше осенью. Хотя можно и летом, и просто вот по периметру обойти озеро, мне кажется, будет очень интересно и красиво. Сейчас, конечно, и погода пасмурная, такая хмурая. Ну, весна, она всегда такая вот. Значит, я уже накатал 3 моточаса, и сейчас я могу ходить уже в обычном режиме, но полностью газ открывать не более чем на 30 секунд. Сейчас я посмотрю, что у меня с топливом, потому что забрался я далеко, нам еще возвращаться, и будем потихоньку возвращаться и уже как-то уже на повышенных оборотах. В общем, да уже и время близится к вечеру, надо закругляться. Похолодало и поднимается ветер, нужно возвращаться. Если получится, где-нибудь рядом с машиной уже оставшееся время, вот моточасы попробую, что называется, намотать. Здесь оставаться уже, ну, как бы, лучше не оставаться, и уже вечер. В общем, сейчас возвращаюсь. Я надеюсь, что все-таки все моточасы получится сегодня выработать. Прям совсем испортилась погода, но хорошо, что в этой части озера ветра нет. Озеро гладкое, холодно, морось. В общем, 4 моточаса, но я еще полный газ не давал. Что-то мне немножко страшно. Ну, я еще попробую. Я уже почти на месте, и здесь вот часок еще похожу. Я думаю, 5 моточасов добью. Значит, по мотору, ну, первое впечатление прям очень-очень положительные. Потом, конечно, я поэкспериментирую еще с положением мотора относительно лодки, может быть, с винтом, там посмотрю, что с оборотами, может быть, карбюратор или зажигание поковыряюсь. Но это потом. Пока вот меня все устраивает. Но у меня появились замечания по вот этой лодке. Лодка Solar 350 Optima. Кто интересуется этой темой, вот кто рассматривает вот покупку вот именно этой модели, значит, я в ближайшее время, ну вот, может быть, следующую поездку, следующий выход, я попробую отснять видео специально по этой лодке. У меня есть замечания. Ну, потом, вот, попозже можете заглянуть ко мне на канал. То есть я уже сейчас готов дать вот некоторую оценку этой лодке. Несколько раз уже давал полный газ, но скорость не замеряю, потому что погодные условия прям очень-очень некомфортные. Но потом, ради интереса, я, конечно, проверю, хотя, ну, лодка не для гонок покупалась. Вот, по оборотам пока не понимаю. 5150, это, ну, это как бы в пределах нормы, но
маловато, я не знаю пока, что с этим делать. Положение мотора поменять, нагрузку, я не знаю. Потом будем разбираться. Сейчас как бы пока и так нормально. Я уже на берегу. Там моя машина. Жутко замерз. Вот там за мысом ветер, рябь такая, по которой совершенно невозможно идти. Плюс еще там такой легкий дождик. Что по итогу? 5 часов я все-таки выдержал. Ровно 5 часов, хотя планировал 6. Ну, пускай 5. По топливу что? Заправлял полный бак. Думаю, литров 6-7 точно осталось. То есть, если у вас Yamaha, то вам бака не хватит. У Yamaha 10 моточасов обкатка. Сузуки бака вот выше крыши. Сейчас мне придется доливать чистого бензина. По мотору что? Холостые обороты. Ну, как бы все нормально, как я уже говорил. Максимальный удалось раскрутить до 5220. Это маловато, ну, я не знаю, в течение сезона, ну, возможно, как-то я буду решать этот вопрос. А может быть и нет, потому что под полным газом ходить одному, ну, вряд ли я стану. Вот, поэтому сейчас я собираюсь. Сейчас, в принципе, главное найти время и возможность выходить на лодке с мотором. Вот, надеюсь, мои видео станут более разнообразными. Всем удачи. Увидимся.